Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать, как сделать небольшую клумбу, грядку у себя на окошке, если, конечно, этого хочется и у вас не солнечная сторона. Если солнечная сторона, то бумагу нужно прятать подальше, иначе она меняет цвет. Но мы же это делали для школы. У нас было задание о первоцветах, и знаете, я решила подготовить ребенку не просто информацию про первоцветы, а сделать вот такую небольшую клумбу. Всем очень понравилось, детям был наглядный пример цветочков, и это самое главное. Но я не буду долго тянуть, и давайте приступать. В первую очередь я буду делать таблички для своих цветочков. И делаю я их из деревянных шпажек. Отрезаю 5 заготовок и затем переходим к самим табличкам. Надписи я распечатала на крафтовой бумаге. Мне захотелось сделать их коричневыми, не белого цвета. И вырезаю каждую надпись. Кстати, можно было изначально приклеить свой лист на картон, а затем вырезать. Но я же сделала наоборот. Сначала все вырезала, а затем приклеиваю на плотный картон, чтобы наши таблички не мялись. И приклеиваю я с помощью ПВА клея. Приклеиваю хорошо каждую надпись и оставляю сушиться. Ну а тем временем сделаем коробку. Коробку я буду делать из обычного гофрированного картона. Дно моей коробки в диаметре получается 14 сантиметров. Но для того, чтобы вставить туда цветы, я буду использовать пенополистирол. Можно использовать пенопласт или флористическую губку. Боковые стороны. Боковые стороны у меня высотой 5 сантиметров. Я их сделала такого же размера, как высота моей заготовки из пенополистирола. Приклеиваю полоску, со всех сторон закрепляю и начнем декорировать уже саму коробочку. Низ я закрываю той же самой крафтовой бумагой. Вклеиваю вовнутрь пенополистирол и теперь буду делать по краю заборчик. Беру также плотный картон, высота заборчика у меня будет 7 сантиметров, но ширину я делаю на глаз, это приблизительно 1,5-2 сантиметра. Сверху я придаю форму заборчика и по кругу я буду приклеивать к своей коробке свои заготовки. Картон также можете использовать любой, в дальнейшем все равно его будем красить. Еще для заборчика нам понадобится несколько полосок по размеру 0,5 см. Это для того, чтобы закрепить поверху заборчик, ничего не отваливалось, ну и также придать красивый внешний вид нашей грядки. В работе использую термоклей, но так как мы все делаем из бумаги, то использовать можно и ПВА, просто высыхать будет немножко дольше. Теперь доделаем сами таблички, они у меня как раз подсохли, вырезаю каждую надпись и приклеиваю на деревянную шпажку.
Так делаю со всеми табличками и оставляю сушиться. А тем временем я крашу свой заборчик. Покрасить я решила в этот раз тоже не белой краской, а такой кремовой, я могу назвать этот цвет так. И знаете, не закрашивала я очень-очень сильно. Все равно в некоторых местах оставались пробелы, так как впоследствии мне не хотелось поверху наносить еще темный цвет, а немножко получился такой изначально потертый. Все, коробка высохла, таблички высохли, и начинаем к декорированию, заполнению цветами. Я внутри коробку на глаз разделяю на 5 частей, так как у меня будет 5 видов цветочков. И вовнутрь я буду вклеивать мох. Этот мох из строительного гипермаркета, можно использовать совершенно любое наполнение внутри. Ну а так как мы перешли к приклеиванию материалов на горячий клей, я хочу ответить на один такой вопрос: какой у меня клеевой пистолет и почему у меня так быстро не застывает клей. Вопрос я обязательно прикреплю, как он был правильно сформулирован. Так вот, наверное, на данный момент у меня два любимых клеевых пистолета. Один из них это вот этот, вы его часто видите, он маленький, это Микрон, покупала его в России. Мне он очень нравится, единственное, что со временем все равно потихоньку начинает клей вот отсюда течь, и в принципе я не могу сказать, что он течет очень сильно. Да, в нем есть еще подставка, но я сейчас уже не знаю, где она, потому что работаю совсем с другой подставкой. И вторым пистолетом, который я очень люблю, это большой Bosch, но я стараюсь с ним работать именно с большими материалами, потому что в нем толстые клеевые стержни и в нем длинный и тоненький носик. Про этот клеевой пистолет у меня постоянно спрашивают, когда видят его в кадре. Носик был такой. И что могу сказать, здесь есть ограничитель клея, но все равно многие говорят, что он капает. Ну, конечно же, он капает, потому что ограничитель находится вот в этом месте, а из самого же носика при нагревании клей все равно выходит, и когда у вас остается горячий клей, он все равно капает. Поэтому хоть какая-то капелька клея из него все равно будет выливаться. Но знаете, сколько людей, столько и мнений, поэтому каждый выбирает все равно свое. Раньше я использовала совершенно любой клей, который найду, но в последнее время я почему-то использую клей из магазина Fix Price, и знаете, меня он в работе устраивает. Не знаю, с чем это связано, не знаю, как и какой вообще клей везде привозят, одинаковый он или нет, но сейчас использую этот и уже давно использую, наверное, ну вот как у нас открыли магазин, это уже чуть больше года. Поэтому в работе у меня сейчас только этот клей. Ну а на тот вопрос, почему клей так быстро остывает и невозможно на него толком ничего приклеить, я точного ответа не могу дать, но мне почему-то кажется, что зависит это от температуры нагрева вашего клеевого пистолета и, конечно же, самих клеевых стержней. Потому что есть клеевые стержни, которые нагреваются до такой степени, что с него идут пузыри, просто он льется как сумасшедший. А есть клеевые стержни, которые не очень быстро нагреваются. Ну и думаю, что еще, наверное, все-таки зависит от тех свойств клеевого стержня, которые вы приобрели. Потому что, как оказывается, клеевые стержни есть совершенно разные. И свойства их тоже разные. 100% сказать я не могу, но сделаю свои предположения. Пишите обязательно в комментарии, бывало ли у вас такое, и как вы думаете, что на это влияет. Мне будет очень интересно почитать. Также, думаю, будет очень интересно и другим подписчикам, которые будут читать комментарии. Постепенно я буду сформировать каждую маленькую клумбу. Первые цветочки, которые я буду приклеивать, это мускарий. Кстати, как делать все цветы, ссылки на них я оставлю в описании к этому видео. Переходите и смотрите. Нарциссы. Нарциссы я тоже выбрала именно маленькие и желтого цвета. Третьи цветочки у меня это крокусы, которые нежно-фиолетового цвета. Вставляю табличку, и еще я решила их слегка подкрасить, чтобы придать объема. Поэтому по краю я прошлась фиолетовой краской.
Четвертый вид цветочка — это у меня будут подснежники. И еще надо было сделать какие-то цветы, которые я еще в принципе не делала, поэтому это у меня будут цветочки, как их называют, весенник или эрантис. Раньше я никогда его не делала и, знаете, часто встречала в природе, поэтому сегодня сделаем что-то похожее, так как мне нужно было делать это все по-быстренькому, но над детальным таким цветочком можно еще будет поработать. А сейчас я вам покажу, как просто и быстро сделать весенник. Я его буду называть так. Первое, что мне понадобится, это тычинки. У меня не было просто желтых тычинок мелких, поэтому я свои зеленые покрасила желтой краской. Но цвет не перебился сильно, но ничего страшного. Если нету тычинок, возьмите ту же самую гофрированную бумагу и мелко-мелко ее нарежьте. Берем проволоку и сверху где-то на 1 сантиметр, даже чуть меньше, я обматываю тейп-лентой зеленого цвета, так как у серединки есть небольшая зеленая тычинка. После чего наши маленькие тычинки нужно приклеить по краю. Для удобства я это буду делать при помощи нитки. Ну а затем немножко подклею клеем, чтобы ничего не разваливалось. Обязательно срезаем снизу лишнее, подклеиваю клеем и переходим к лепесткам. Я посчитала, что у такого цветочка 6 лепестков. И, кстати, цветочек небольшого размера, поэтому я приступила вырезать лепестки и затем их немножко уменьшила. И они у меня получились в итоге размером 1,5 на 2,5 сантиметра. Таких лепестков на цветочек нам понадобится 6 штук. Но мне почему-то кажется, насколько я помню, что в природе этот цветочек все равно меньше размером. Но такой маленький я уже делать не буду, поэтому такой, какой есть. Вырезаем форму капельки и растягиваем. После чего наношу снизу каждого лепестка клей и начинаю приклеивать просто по кругу. Выгибаем все лепестки, раскрываем свой цветочек. Теперь зелень, сами листики, которые есть на цветочке. Я делаю их на глаз, просто вырезаю тоненькие полосочки. С одной из сторон я делаю как бы 2 маленьких лепесточка. Выгибаю и буду приклеивать снизу самого цветочка. Так как они у меня в клумбе будут располагаться очень низко, я не буду больше добавлять никаких листьев, кроме вот этих маленьких. Поэтому приклеиваю их с самого верха. Приклеила все лепестки, у меня их получается на цветочек по 6-7 штук. Тейпирую ножку и все, мой цветочек готов.
Выравниваю все цветочки, наклоняю в нужные мне стороны, и моя маленькая клумба-грядка готова. Мне кажется, это очень интересный вариант для развития детей по какому-либо предмету. Ну а тем самым мы можем сделать что-то подобное и, конечно же, для себя. Но если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!